Ну, пожалуй, возьмем за привычку, когда мне не спится. Надо что-то снимать. Сегодня расскажу вам про енотов. Ой, Нала! Прикол, я их отличаю по звуку. Я не вижу сейчас ни Пумыча, ни Налу, никого не видно в вольере. Но я знаю, что по звуку меня позвала Нала. Сама уже не понимаю, как. Проверим. Да, она. Я не ошиблась. Не знаю уже, как они оба крякают. Но зовет меня сейчас именно Нала. Ай, мои красавцы. Я хотела, правда, сегодня не про вас, а про енотов. Налушечка. Ты моя девочка. Ну иди. Ну то, что ты даешь гладиться. И на Пумыча вечно шипит, и гладиться не дается. Просто про них надо снимать в светлое время суток. Чего ты сладкий? Мой сладкий мальчик, дорогой ты. Сладкий мальчик. Не хочет Нала с тобой дружить, да? Ой. Вот, да. Налушечка. Вот. Рада в любое время дня и ночи мне видеть. Жмется к Налочке. К Налочке жмется. Ну, получилось немного еще про Пуму. Про них отдельно днем расскажу. А весь этот цикл видео вперемешку, собственно, с обычными видео, которые идут, он для того, чтобы те, кто недавно подписался, не очень понимают, что вообще на этом канале происходит, и что здесь за животные есть, и каждый раз в шоке, типа, откуда это, откуда то. Сейчас будет краткий экскурс еще. Сегодня я хотела захватить тему енотов. Ну и вот, да, вы уже увидели, что две пумы есть. Про них просто так в двух словах ты не расскажешь, как они появились. Часто вопрос для многих, когда будет рассаживание, но мы с ветеринаром, точнее, ветеринар очень просила, говорит, давай в теплое время, потому что, ну, мало ли что случится, если там подшить что-то нужно будет, или как-то, ну, мало ли что-то пойдет не так, то зимой это будет сделать сложно. То есть, как минимум, если животное наркозить, то в такой холод его на улице не оставите, а в теплое помещение особо некуда посадить как бы целую пуму, да, целую пуму. Я надеюсь, у них все хорошо пройдет. Сегодня все провождение у меня просто. Свинина осталась спать. И Манечка. Ну, кстати, пока иду, расскажу про Манечку. Манечка, кто постоянные, понятное дело, знают. Манечка вообще появилась еще, когда я только переехала практически в Питер. Жила с первым мужем, мы ее завели. Взяли ее из приюта. По той информации, которая была в приюте, было 6-8 лет. Собственно, и по зубам ей было 6-8 лет, примерно так говорили. Со мной она уже около 9-10 лет. Ну, то есть, понимаете, возраст ее, да. И это для тех, кто любит там, говорить, типа, вот лучше бы из приюта взяли. Ну, вот. Я всегда говорю, вот из приюта у меня тоже есть, да. Вообще, как-то так получилось за последние там пару-тройку лет, что много отказников. И, собственно, вот эти две собаки, они оба отказники. А не тех, что я заводила, вот в питомнике покупала. Хотя, естественно, Фрост у нас питомник, но просто так получилось, что его семья в том году уехала в другую страну жить. И он оказался у меня. Вот. Ну, а Манечка, она с приюта. У нее вообще очень долгая история. Ее это, когда только забрали от саркомы, лечили, химию ей делали. Ну, как видите, все прекрасно. Дела, красавчики мои. Дела, красавчики мои. Пойдемте про енотов покажем, расскажем. Что, вы все со мной пойдете? Ну, заходите. Ты заходишь? Ну, ладно. Так, для начала я хочу снять предысторию. И, собственно, почему я взяла именно Тимофея, этот енот, на видео Тимофей. Потому что кто смотрит канал, ну, не пропускал видео, с самого начала история моих енотов начинается именно с Тимофея. Хотя Тимофей мой третий енот. Но именно из-за Тимофея меня теперь тыкают постоянно тем, что Катя, ты же говорила, что никогда не заведешь енота. С Тимофеем была такая ситуация, что я познакомилась с девушкой еще давно на выставке, у них были еноты, там комната енотов, все дела. И она приезжала ко мне в гости.
То есть была задумка снять ролик как раз с енотом. Это был ее енот Тимофей. Он был один из самых ручных у нее, который гонял там по фотосессиям, по выставкам, по всему. Вот. И она приехала ко мне с Тимофеем, и мы снимали с ней ролик «5 причин не заводить енота». Не заводить енота. Посмотрите обязательно этот ролик, он классный. Но с Тимофеем это получалось очень плохо, потому что, ну вот реально он, как и Матвей, скорее как исключение среди енотов, которые ты пытаешься прям высосать эти 5 причин. И люди, когда обычно видят такого енота, и когда ко мне приходят и начинают его тискать, они все хотят енота, а наоборот, а не то, чтобы не хотят. Но я тогда енота не захотела. Я еще в том видео сказала, что я никогда бы себе не завела енота. То есть, ну, это действительно то животное, которое как бы, ну, я не хочу. Ну, как-то так. Как бы я к ним спокойно, да, они прикольные, да, ручки, да, на видео посмотреть, еще что-то, у друзей там потискать. Но себе я тогда в том видео сказала, что я никогда не заведу енота. И дальше можно просто перематывать год спустя. Потому что год спустя, даже чуть раньше, у меня появился первый енот. К сожалению, сейчас этого енота уже нет в живых. Это была енот Зефирка. Ее нашли в Ленобласти. Она гуляла по поселку. Время было ближе к зиме, и люди начали переживать уже, что, типа, как она вообще зиму переживет? Потому что, ну, как бы не переживет. Они ее там подкармливали летом и вызвали спасателей, чтобы енота отловили. Так енот Зефирка оказалась в руках Маши. Маша — это ветеринар, которая помогает со всеми животными, лечит, вакцинирует, консультирует, помогает, берет анализы и все дела. Ну давай, вставай нормально, что ты начинаешь, вот. И получилось так, что енот Зефирка попадает к Маше, она ее лечит, потому что енот, было видно, сильно возрастной, у него уже были, помимо прочих проблем, там, ну, со зрением, потому что там практически не видела, у него была катаракта, проблемы с тазом, ну, там, в общем, было проще бы понять, чего в ней не было, чем что в ней было хорошего в плане здоровья. Вот, ну и все, время ближется к зиме, у меня уже этот дом построен для кошек. И получается так, что когда время приблизилось к зиме, что енота как бы некуда, потому что изначально он... давай, слози. Оп, прыгнул. Изначально он предполагался в Центре реабилитации диких животных Сирен, но у них там не было теплых помещений, а енот как бы жил все это время у Маши, ветеринара, в квартире. Но в квартире она больше не могла ее оставлять, потому что у нее с дачи возвращался ее енот. У нее реально в Аване есть енот, ее енот, который живет с ней. Он летом с ней едет на дачу, там уличный вольер, пруд и все дела, а зимой живет с ней в квартире. И она, то есть, не могла себе Зефирку оставить никак. И она привезла, ну, то есть, был начальный разговор о том, чтобы оставить ее у меня до весны, а весной уже забрать в Сирен, там, что-то придумать, как раз за лето она там, ну, поживет, увидит, ну, в общем, как-то так. В этот момент, по-моему, в Сирене были еще еноты, и предполагалось, что, может быть, ее стая примет, потому что, в принципе, еноты в стае нормально живут на улице, многие зоопарки это практикуют. И Зефирка попадает ко мне, потрясающий енот, безумно пугливая, она всего боялась, не подходила, шипела, то есть, ну, и она прям было видно, что старая, такая вся кривенькая и все дела. И, в общем, Зефирка у меня прожила чуть больше года, умерла она уже от старости, ну, у нее, сейчас не вспомню, как заключение звучало, не суть дела. В общем, Зефирка это была первый енот, который у меня появился. И я помню до сих пор слова Маши, когда она привезла мне енот и сказала: Катя, пожалуйста, не отдавайте ее никому, мне так ее жалко, говорит, она так натерпелась в жизни. И я тогда не знала, что сказать, но как бы думаю, ладно, потом разберемся. Естественно, никому я отдавать не собралась. Дальше про Горышку. Как же появилась у меня Горышка? С появлением Зефирки, ну, я понимала, что еноты часто стайные, и, ну, не то чтобы я собиралась ей заводить подругу, нет. Просто, опять же, такая ситуация получилась. Мне написала моя подруга, говорит: слушай, говорит, у меня знакомая пристраивает енота, можешь помочь? Говорит, у тебя аудитория есть, мало ли, говорит, поможешь. Я говорю, ну давай, пусть пишет. Она мне написала как раз про Горышку. Да, про Горышку, мою девочку.
написала мне, что вот такая ситуация в свое время была, еще какой-то то ли тоже комната енота, то ли дом енота, фиг как знает, их столько было уже. Ну, как бы бизнес закрылся, еноты остались, и Горушка у них была одна из первых енотов, и она забрала ее на передержку, остальных там енотов продали, раздали и так далее. А с Горушкой она до последнего надеялась, что хозяин ее заберет, потому что все-таки, ну, типа, не как для бизнеса, а просто как питомца, потому что, ну, это все-таки первый его енот был. Вот, но она говорит, я больше не могу, она жила тогда в коммунальной квартире в одной комнате, у нее своих 2 енота, и как бы Гора, которая не ладила с ее енотами, то есть там был конфликт с ее енотихой, с девочкой. Вот с мальчиком не было конфликта, а с девочкой был. И она говорит, ну, говорит, давай попробуем пристроить. Я говорю, ну, типа, вообще, говорю, у меня есть у самой девочка енота, говорю, можем попробовать познакомить, и если они, как бы, найдут коннект, в принципе, я могу себе забрать ее, потому что Гора ручной енот, что немаловажно, потому что еноты, как уже не раз, они стайные, и они очень повторяют многое. Они очень многое повторяют друг за другом. Гор, подожди, стой, подожди, да, я сейчас поставлю тоже телефон, но попробуйте на ручки взять, давай. Оп. Оп, бум-бум-бум, пушечка такая. Вот, и она сказала, ладно, говорит, я ее привезу и посмотрим. В общем, она ее привезла, мы начали знакомить, но они вначале там ругались, и она попросила, говорит, Кать, дай мне, говорит, хотя бы месяц, я просто высплюсь, потому что, говорит, ну, невозможно, она всю ночь как бы в клетке елозит, она сидела, естественно, в клетке, она не давала спать, и говорит, пожалуйста, дай, говорит, я хотя бы отосплюсь, потом заберу, если совсем никак не пойдет. Ну, в общем, пошло. Ой, снег упал. Гора с Зефирой подружились. Они стали прям очень хорошими подружками. И, как я и предполагала, Гора очень хорошо повлияла на Зефирку. Зефирка начала питаться натуральными кормами. И Гора, кстати, тоже начала есть каши. Она больше стала доверять человеку, потому что она видела, что Горочка ко мне идет. В общем, это очень сильно повлияло на мои отношения с Зефиркой, с первым енотом, ну и Горе было хорошо. В общем, все прекрасно, были все дружили до момента, как, собственно, ну, Зефирка, я до сих пор помню, что это была зима, это был ноябрь, она умерла. Ну, мы предполагали, понимали, это было по ней видно, что она старенькая, что она все менее активная, и, ну, понятное дело, в общем. А там потом была еще такая игра температур, то есть то жарко, то холодно на улице, переменное давление, и все, короче, вот этим все закончилось. Вот, и Гора, несмотря на все, что, казалось бы, там, ну, это просто животные, там, все как люди любят говорить, она так страдала, когда она не выходила, она не ела, она стала постоянно проситься на ручки, хотя раньше она на ручки вообще не шла, но она очень тосковала по Зефирке. И получилось так, что... Моя девочка, Горушка, да? Моя девочка, да, моя. И получилось так, что я написала девочке, у которой вот Тимофей жил, я написала и говорю, вот у меня такая ситуация, у меня енотиха одна умерла, осталось еще один енот, и она прям очень тоскует. И говорю, если кто-то будет предлагать отказных енотов, если прям, ну вот, кому-то нужно будет пристроить, говорю, я с удовольствием попробую познакомиться со своим енотом, чтобы всем как бы было хорошо, и моему еноту, и тем енотам. Ну, в идеале, говорю, если это будет черный енот, я прям хотела очень черного. И она мне пишет, Катя, как здорово, что ты мне написала. Потому что я, говорит, как раз все не могла решиться, но я ищу руки Тимофею. Вот так у меня появился Тимофеюшка черный. Говорит, я ищу, говорит, у меня нет времени, я работаю, все время закрыт в клетке, забирай. И я приехала и забрала Тимофея. Да, так у меня появился Тимофей. Ну, Гора стала жить с Тимофеем. Параллельно я тогда еще искала енота, ну, я для Горы искала, и получилось то, что я многим людям написала, что, типа, если, ну, кто занимается там передержкой, что если будут предложения по енотам, то напишите мне. Вот, и получилось так, что с Тимофеем мы договорились, но поступило предложение, которого я не могла, как бы, ну, так сказать, не то чтобы отказаться не могла, просто такая была ситуация, сейчас расскажу про нее. Оп, оп. А теперь история переходит плавно к этому товарищу. Единственное, у меня не ручной енот. Это Пикачу. Когда я искала друга для Горы, попалось объявление, мы поехали смотреть, то, что да, енот, ну, был ручной, типа, со своими хозяевами, но всю жизнь тоже жил в вольере, в квартире. И мы поехали просто посмотреть, но ситуация была такова, когда мне женщина рассказала историю, то, что сейчас происходит. То есть я поняла, что мы просто его не можем там оставить, и мы его забрали. Потому что енот всю жизнь прожил в одной квартире, там в вольере. Вот, жил муж с женой, у них как бы был
ребенок, и дальше жена забеременела еще одним ребенком, и когда мы приехали, она только родила его, и буквально там было несколько месяцев. Вот, но муж, когда она еще была беременна, ушел к другой женщине и не помогает содержать детей. Она, как бы, получается, с 2 детьми в декрете, и она не могла уже позволить себе снимать ту квартиру, которую снимала, и переезжала в коммуналку. И ей енота вообще было некуда забрать, и я понимала, ну, а куда она реально его денет? Енот другим людям не ручной, не особо социализированный, вот куда его? И мы его забрали. А так у меня резко появилось 3 енота. Представляете, 3 енота. То есть буквально там несколько лет назад я никогда не заведу енота, и у меня 3 енота. 3 шикарных моих любимых енота. Да. Пикачуха, он берет еду с рук, как бы подходит, но он такой все время, он самый молодой из них енот, все время бурчит. Да, бурчит. Кстати, самый нормальный в плане размеров енот. Ну, Гора тоже нормальная. Кстати, чтобы никто не переживал, у них здесь целый огромный выгул есть. Вот. Они здесь гуляют, еноты. Здесь прям, ну, у них еще 20 квадратов, по-моему, или больше. А вон. Оп, лазит. Ну, зимой, конечно, они меньше гуляют, хотя вот сегодня тепло, он тоже вышел. А так, и летом они почти все время на улице, они редко заходят. То есть у меня у всех есть доступ, вход в дом и выход на улицу. Обезьяна. Ты обезьяна? Так что так у меня появилось 3 енота. Но почему я сейчас опять вспомнила про Тимофея? Потому что когда я приехала смотреть, ну, точнее, забирать Тимофея, был еще Матвей енот, который оставался у этой девочки, и типа, ну, предполагала, что они не выпускались гулять по квартире, потому что все время нужно было делать это поочередно, так как Тимофей и Матвей дрались. Вот, Матвей остался там. Хотя я сразу предложила, говорю, если хочешь, мы заберем Матвея, найду, куда его деть. У меня там ветеринар Маша, как раз, когда она приезжала прививать Тимофея, она увидела, как бы, условия, в каких Матвей, стало очень жалко. Она прям говорила, я себе, говорит, готова попробовать его забрать, что-то придумать, там, ну, или мне. Вот. Ну, как минимум, что мы придумали, мы их кастрировали, и они стали дружить. Вот и вся придумка. Никакой проблемы уже не было. Лазит. Ну, просто обезьяны. Вот. И Матвея они не отдавали. Сказали, вот, типа, нет, то, что он принадлежал ее бывшему парню. Или, ну, какая-то такая история. Он там еще ездил по свадьбам, этот енот. Но прошло, наверное, год. И мне позвонили, точнее, написали, что Катя, пожалуйста, забери Матвея. Типа, все. Мы готовы его отдать. Ну, а раз у нас разговор о енотах, расскажу заодно еще, какие витамины я даю и, собственно, Матвею, у которого постоянно какие-то проблемы, и остальным енотам. Ну, во-первых, они все на комплексе для диких, тут для мясоедов, им вполне он подходит, потому что я советовалась с ветеринаром, когда решала, что им лучше давать какие добавки, вот, и она посоветовала по моему же составу, собственно, дать этот комплекс. Напоминаю, что на него, на вот конкретно эту упаковку, большую, 50-граммовую, все еще эту неделю действует скидка большая очень, переходите, там промокод указан, на Озоне можно купить. Ну и, конечно же, проактив, про который я не устаю постоянно говорить и рассказывать, потому что должную часть внимания никто не уделяет суставам, потому что это то, что не видно. То есть, понятное дело, когда у вас там кот зачихал или там, не знаю, начал поносить, это все видно и понятно, когда что-то плохо. А то, что происходит с суставами, животные до последнего не дают вида, не показывают, что им как-то больно. Или часто мы не понимаем то, что им больно. Поэтому советую все-таки не тянуть, а начать давать проактив еще до того, как вы заметили вообще какие-то появления боли, а это часто симптомы являются, когда там собаки, кошки, еноты, неважно, начинают плохо спать, то есть постоянно искать новое место, перекладываться, все время крутятся, именно не могут найти себе место. Это часто может говорить о том, что у них болят суставы. И даже если вы посмотрите отзывы на Озон, много кто писал, что начали давать своим пожилым животным, и они стали заметно активнее, потому что помимо того, что они помогают суставам, они еще обладают эти витамины более утоляющим действием своего рода. И поэтому пожилые котики становятся более веселые. Вот. Ну, лучше не ждать, пока котик станет пожилой или когда появятся проблемы, а покупать заранее. На них тоже даю скидку 10% по промокоду. Все будет в описании. Пока скидка, она будет действовать 2 дня всего. На проактив будет всего 2 дня. Успейте, пожалуйста, их купить.
На самом деле это одна из моих гордостей. Именно эти витамины, потому что понятное дело, что они сложны в том плане, что не все понимают, для чего это. Приходится каждый раз разжевывать. И, к сожалению, когда люди уже сталкиваются с этой проблемой, им врачи уже прописывают, конечно, они уже понимают. Но лучше до этого не доводить. И хотя бы 2 раза в год с целью профилактики давать курс. Хотя бы для тех животных, у кого проблемные суставы, как вот говорил, у меня, например, Матвей, Фрост тот же самый, Симба, они просто круглогодичные. На них как добавка у них к еде всегда идет. Так что срок использования у них не ограничен. В том плане, что вы можете и год, и 2, и 3 давать. Это будет только лучше для животного. Вот, не забудьте, ссылочка в описании. Любитель ночных съемок Руфи. Руфи, кстати, это, когда я рассказывала про рысь, я не рассказала про Руфи. Это американская рысь, бобкэт. Его я покупала, не забирала ничего малышом. Он был очень-очень ручным, но потом болел долго. И вроде после этого тоже был более-менее, но он не кастрирован. Если бы я его, может, кастрировала в молодости, он бы не был таким агрессивным. Но кровь в голову долбанула, ну, точнее, не кровь. Он планировался в разведение, но девочки под него нет. Сейчас его кастрировать можно, но на характер это не повлияет уже. Сладкий. Сладкий. Отвлеклись. Сейчас покажу. Так, Матвей. С ним мы ездили в клинику. Ну, куда ты? А Матвеюшку я забрала. Матвей вообще очень маленький енот. То есть по сравнению с размерами нормального енота он меньше в несколько раз. Он весит всего там 3,5 килограмма. Вот мне его отдали, мы сделали снимок ему. Естественно, свозила сразу в клинику, сделали снимок, кастрировали его. Вот, и я вообще смогла очень жалостливую историю. На самом деле, я почти по всех енотов могу. У меня нет енотов, которых бы я там купила или еще что-то. Про всех енотов могу сделать, как и сейчас часто люди любят. Я просто такую тему не очень люблю. С каждой историей можно сделать такую трагедию. Типа вот, я спасла енота из рук жестоких людей и так далее. Вообще можно спокойно про эту историю сделать. Давайте не будем, просто расскажу, как есть. Без придания сильной эмоциональности всей вот этого. На этом канале этого нет, простите, я не такой шоумен. Так вот, Матвей, мы ему сделали снимок, и... Ну, у меня слов тут нету к отношению к животному, потому что Матвей большую часть жизни прожил в клетке. В собачьей клетке. Он выпускался, да, он брался на выставки, я говорю, на свадьбы работать, все остальное. Но из-за того, что он жил в клетке, как бы вам так сказать, у него на рентгене его позвоночник сформирован в форме клетки. Он испытывает сильные боли, он на постоянной терапии, постоянно, ну, то есть на лекарствах, потому что у него, естественно, это не может не приносить боли. По рентгену было также видно, что у него был перелом позвоночника, перелом просто всех конечностей, которые возможно. И говорю, ну самое страшное, что то, что уже никак не, естественно, он возрастной, у меня все еноты возрастные, кроме Пикачу, это никак не исправить. У него, ну я прикреплю снимок, дугой позвоночника, когда там всем ветеринарам, которые я вообще показывала, мне все говорили, что, конечно, он испытывает ужасные боли, и он будет на терапии постоянно. Сейчас он, конечно, ну, практически постоянно, то есть я прям вижу по состоянию, когда увеличивать дозу, когда нет. Съездила в клинику, когда с Мелиссой ездила, и сдали анализ. Анализ у него для его возраста, для того, что он енот, в принципе, хороший. То есть прям, ну, все показатели хорошие. Он отрастил шубку, он набрал вес, и в его случае, вот, к сожалению, с весом... Кстати, вес почему у него такой маленький, почему он мельче других енотов? Потому что он съемочный енот, его таскали на фотосессию, и его специально сдерживали в кормлении, чтобы он не вырос большой, чтобы он помещался в переноску, чтобы было легко его таскать, но чтобы, в общем, не доставлял он как таковых проблем. Поэтому он вместо того, как самцы енотов зимой могут вообще много весить, но в целом весит килограмм 15, он весит 3,5. Ну, что мой сладкий. Ой, хвостик. Ой, да, Николь. Видите, какой котик. Вот, и так у меня оказался Матвей. Я, естественно, его сразу забрала, как только вот в первый день мне написали, я поехала сразу же ночью забирать его, потому что я знала, что люди могут передумать. А мы с Машей часто с ветеринаром обсуждали, думали, что как же он там. Естественно, он также продолжил жить в клетке, не особо на выгуле. Поэтому забрала малыша.
И он теперь живет у меня. А почему он сейчас живет с котами? Потому что буквально недели 2 назад я стала замечать, что другие еноты его начали обижать. Заметила я это очень просто, то есть это мне было видно, когда я там прихожу, они его там не гоняли ничего, они не отгоняли особо от еды при мне, но я стала, первый раз зашла, смотрю, он на улице спит, а как бы зима, второй раз зашла, он на улице, опять его забрала, третий раз, когда теперь было -20, он опять на улице, я поняла, что это не его выбор, как бы, до этого он не спал на улице, и в этой комнате он даже не выходит на улицу. Но сейчас он и не может выходить, собственно, сейчас ему, слава богу, он не выходит, потому что, когда мы делали ему обследование, мы побрили ему живот, чтобы сделать полностью УЗИ, чтобы исключить опухоли. То есть мы проверили, во-первых, сердце его, исключили опухоли, ну и в целом органы посмотрели. Вот. Это же моя сладкая Николюшка. Так что вот такая история с енотами. Не заводите себе енотов, пожалуйста. Я, честно, могу только один итог подвести. Собственно, вы можете сами его сделать, потому что абсолютно все еноты по тем или иным причинам у меня отказные здесь. По причинам личного характера, по причине бизнеса или еще какого-то. Зефирка, которая перенот, вообще было предположение, что они ее использовали на притравочной станции. В общем, все эти истории не очень, довольно-таки печальные. Я рада, что у меня есть возможность енотам этим подарить хотя бы хорошую старость. У меня уже многие смеются, что мне канал можно называть «Дом престарелых» или «Комната престарелых енотов». Они такие у меня на доживании еноты. Я надеюсь, что эти года жизни со мной скрасят ту жизнь, которая у них была до этого. Да, и всем все будет хорошо. Вот, из неприятного, что у Матвея, ну, во-первых, ему теперь с котами жить, коты его не обижают, мой сладкий мальчик, да, мой сладкий мальчик, коты его не обижают, слава богу, но из неприятного у него тоже катаракта развивается, на это никак не повлиять, ну, в глазах хуже видит, может, поэтому, кстати, начал меньше двигаться, может, поэтому его начали загонять, тут можно как бы долго предполагать, что именно случилось, но начали его обижать. Посмотрим, как летом будет, я буду еще пытаться подселять, смотреть, но под своим наблюдением. Мой сладкий котик, ну просто котик. Либо он поедет просто ко мне домой туда жить, в тот дом. Да, мой котик. Но вот, говорю, такие еноты, как Тимофей и Матвей, они исключения. То есть вот другие еноты у меня разрушительные очень. Тимофей и Матвей не такие разрушительные, как другие. Но это исключение, и они, простите за выражение, задроченные. Ну, как бы они мельче, они сдерживались в питании во всем, жестко довольно-таки воспитывались. Ну, не то, что жестко, они хорошо социализированы очень, потому что постоянно таскались по мероприятиям, по выставкам. И все дела. То есть в плане социализации тут большой респект хозяевам, конечно. Они их круто социализировали, сделали безумно ручными. Ну, у всего есть свои последствия. Так что вот, кто не знал, здесь есть и еноты. Как я уже сказала, посмотрите ролик «5 причин не заводить енота». Там было сложно показать на Тимофее все это дело, потому что он довольно-таки приличный енот. Но причины действительно существенные, я их там перечисляю. Дом престарелых енотов. Где мой сладкий ребенок. Кошка. Кошка. Да, кстати, Ная пришла. Что, Ника? Что, Ника? Ой, 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 не надо, где он? Хотя его енота разобрали уже. Валенок. Буду как девочек забирать. Помой их дома. А то они все равно на улицу уходят, пачкаются, да. Да. Их сама здесь пока еще нечего делать. Куна, конечно, надо отвезти в салон, чтобы его вычесали хорошенько. С девочками еще без провки. Просто помыть Акуну, конечно, там нужно пасты, и все это на хвост накладывается. Да, Николь? Почему переселила еще кота? Потому что коты его не... Ну, максимум лапы долбанут, как бы не будут фиксировать там, как еноты. То есть еноты намного сильнее, у них ручки. Котики тогда. О, да, Ник. О, сказала Ника. Здравствуйте. Ная наглая, она Нику фиксирует за шкирку. У меня, видимо, скоро течка. Но я пока это...
До УЗИ Барби. Вначале Барби сделаю УЗИ, посмотрю, что у нее там как. Саживать никого из девочек не буду. Потом, конечно, скорее всего, может, кого-то одного или, опять же, сразу вдвоем заберу в дом. Первое видео было заметно, что Ника сильно крупнее Наи, но сейчас они сравнялись, Ная догнала, это радует. Никочка красавица, такие они разные девочки, красавицы. Им уже больше года, ну год, можно сказать. Так что так технически-то, теоретически можно было бы уже ссадить, но я хочу вначале разобраться с рыжиками, потом уже с полидактными красотками. Что ты? Так, ну по малышам что? Докармливаю до сих пор. Ну вот этот обалдуй прям вообще прибавляет. Он такой толстый пузан. Толстый пузан. Появились вот что-то типа акне или непонятно этих черных. То есть это не грязь, это не отмывается. У барбиных котят такое было несколько дней, я помню, но потом само прошло. Здесь написала ветеринару, но я просто даже не уверена, что стоит сейчас как-то это чуть трогать, потому что котята все-таки с определенными особенностями. Так, и второй. Где ты ее? Куда ты ее спрятала? А? Где котенок? Господи, где котенок? Где она? Где-то за спиной, что ли? Когти сегодня подстригаю, видите, начали раздирать ей немножко пузо. Хотя вот шов она не трогает. Ну, вот он хорошо выглядит, я его тоже не трогаю лишний раз. Кошка, где кошка? А, вот она. А девчонка получше стала прибавлять сама уже. Глазки даже открывает. Все равно, конечно, она намного слабее парня. Ее я до сих пор докармливаю, хотя, говорю, она стала прям прибавлять. То долго боролась с весом, потом начала прибавлять. Даже уже ночью ее не кормлю, она чисто на мамке, но все равно докармливаю. Вот тоже у нее, видите, на глазках и здесь такие штучки. Но сейчас выясняем с ветеринаром. Здесь небольшие тоже раздражения, как бы. Да. Малышечка такая вообще. Ну, это, говорю, я видела такое у барбиных котят, оно само собой прошло. То есть, возможно, это реакция на молоко такое идет. Но больше меня напрягает, что после операции Мелисса себя начала расчесывать, и она себе здесь вот сильно последние 2 ночи. Ну, дай покажу. Расчесала прям себя сильно очень тоже. Будем решать. Тоже по препаратам, опять же, потому что она кормит, мы ограничены. Будем наблюдать, думать, что делать. Взяла шерсть, сдала уже на анализы вот здесь. Да, мой сладкий. Ничего, восстановим все, да? Карапузы. Бобр грызет. Так, ну а так как у нас получился ролик прям сегодня очень-очень длинный, вы, наверное, уже забыли, а я напоминаю, что в описании я там оставила ссылочки на наши витамины и на 2 позиции скидки, прям большие скидки на Proactiv 10%, а на Wellness, которые в большом объеме, которых мы повторять больше не будем, они будут только в маленьком объеме. То есть выгоднее, естественно, купить 500-граммовую. Кстати, количество не ограничено, вы можете сразу и 2, и 3 пачки купить. Вот, на них тоже еще действует скидка, поэтому переходите, не забывайте и покупайте.